Всем привет, с вами Макс, и вы на канале Top 3 Games. Сегодня речь пойдет по самой быстрой и самой медленной автомобиле в Need for Speed Carbon. Я уже делал подобные ролики по Need for Speed Underground, Underground 2 и Most Wanted. Советую с ними ознакомиться тоже. А перед началом ролика убедительная просьба подписаться на канал и поставить лайк этому ролику. Это поможет в его продвижении, ведь очень хочется, чтобы данный материал увидело как можно больше людей, так как проделана большая работа. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Приятного просмотра! В игре представлено 92 автомобиля. Некоторые модели повторяются, они имеют заранее установленный разработчиками обвес и уникальную раскраску. В предыдущих частях Need for Speed автомобили отличались друг от друга. Каждая машина имела свой собственный характер. Однако в Need for Speed Carbon различие в управлении транспортом определяется его принадлежностью к определенному классу – тюнер, масл или экзотика. Тюнер – это автомобиль с идеальной управляемостью, как у картинга, но слабой динамикой. Масл – это очень мощные, но неуправляемые машины с очень плохой резиной. Экзотика – это что-то среднее между двумя предыдущими классами. Мы замерили все автомобили без тюнинга и наоборот, в максимальной прокачке с настройкой, а также кастомные тачки, которые дают за выполнение различных заданий. Замеры производились на механической коробке передач, без использования закиси азота. В качестве трассы для основных тестов использовали кольцо North Road. Она обладает как скоростными поворотами и прямыми, так и местами, где требуется серьезно оттормозиться. На каждом автомобиле проезжали от 5 до 10 кругов. В замерах принимало участие 2 человека. Ради интереса, еще мы замерили предельную максимальную скорость на каждом авто. Для этого использовали Sprint Waterfall Road с применением ники и закиси азота. И начинаем мы с обычных автомобилей без прокачки. Самой медленной машиной оказался Chrysler 300C Hemi SRT8, относящийся к классу Muscle Car. Вес автомобиля составляет 1888 кг. Он оснащен 5-ступенчатой коробкой передач и способен развивать максимальную скорость в 283 км в час. На кольце автомобиль показал время 1 минута 51 секунда 47 сотых. Средняя скорость составила 148 км в час, а максимальная 198. У него гигантский оверстир и большая масса. Это самый худший автомобиль по управляемости, и его оценка 1 балл. Не так далеко от него ушли такие автомобили, как Альфа Ромео Брейра, Mercedes-Benz CLK 500 и Vauxhall Monaro VXR. А теперь переходим к тройке лидеров серийных машин. Третье место занимает Lamborghini Murcielago. Роскошный экзотический автомобиль. Он оснащен 6-ступенчатой коробкой передач и весит тонна 653 килограмма. Максимальная скорость, которую удалось достичь на этом автомобиле, составляет 367 км в час. Лучшее время круга 1 минута 27 секунд 56 сотых. Средняя скорость 190 км в час, а максимальная 247. За счет небольшого андерстира автомобиль получает оценку 4,9 балла. Второе место уходит Chevrolet Corvette Z06. Очень быстрый muscle car. Максимальная скорость 337 км в час. 6-ступенчатая КПП, и его масса составляет тонна 420 кг. Он проехал трассу за минуту 27 секунд 37 сотых. Так как он относится к классу muscle car'ов, его заносит. Вследствие этого получает оценку 3,75 балла. И самый быстрый серийный автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution 9. Он относится к классу тюнер. Его масса 1490 кг.
Он обладает 6-ступенчатой коробкой передач, и так как это тюнер, то его максимальная скорость ниже, чем у предыдущих авто – 315 км в час. Лансер проехал за рекордное время – минута 26 секунд, при средней скорости 192 км в час и максимальной 244. Это идеальное авто, 5 баллов. Вот еще несколько очень быстрых машин. Toyota Supra, Nissan Skyline GTR и Mercedes-Benz SLR McLaren. Со всеми результатами вы можете ознакомиться в данной таблице. И мы переходим к самому интересному, то ради чего большинство людей смотрят этот ролик. Мы прокачали все автомобили, устанавливали на них все элементы как визуального апгрейда, так и технического. Для соблюдения идеальных условий на автомобилях использовали одинаковые запчасти. И в отличие от предыдущих роликов по замерам, мы настроили каждый автомобиль, чтобы достичь результата по максимуму. Двигатель настраивали на максимальную мощность. Трансмиссия максимально короткая для тюнеров и экзотики, а для маслкаров настройка не требуется. И кстати, на всех автомобилях, кроме одного, после прокачки теперь 6 передач. Только на Mercedes-Benz CLK 500 их 7. Подвеска. Для класса тюнер настройка не требуется. Для экзотики используется конфигурация 1.3.3 или максимальный андерстир 3.3.3. Маслкары настраивали 1.3.3 либо 1.3.1. Шины. Для тюнеров и экзотики настройка не требуется, а для маслкаров устанавливается резина на грипп. Суперчарджер. Настраивается на всех машинах одинаково. Максимально влево, чтобы она работала с малых оборотов. Повторюсь, что все замеры на кольцевой трассе выполнены без использования закиси азота. По-прежнему самой медленной машиной остается Chrysler 300C. Прокачка почти никак не повлияла на данный автомобиль в плане управляемости. Теперь предельная скорость Chrysler 386 км в час. На кольце его результат 1 минута 40 секунд 90 сотых. При средней скорости 165 км в час и максималкой в 220. У 300C очень большой андерстир. Его оценка 2 балла. На 37 месте Vauxhall Monaro VXR. Он на 2 секунды быстрее Chrysler. Даже настройка не смогла помочь этому автомобилю. Он никуда не поворачивает, и при этом вас сопровождает постоянный снос задней оси. Это самая худшая машина по управляемости. Она получает самую низшую оценку 1 балл. Не так далеко от него ушли такие автомобили как Альфа Ромео Брейра. Тюнинг испортил ее управляемость. Как бы это глупо ни звучало, оценка понизилась до 2,7 балла. Mercedes-Benz CLK 500. Чуть быстрее Альфы. Как был в самом низу списка, так и остался. И Mazda RX-8. Самый медленный автомобиль из класса тюнер. Ей катастрофически не хватает мощности и страдает управляемость. Переходим к тройке лидеров. Третье место. Самый быстрый представитель своего класса. Porsche Carrera GT. С предыдущей части Need for Speed этот автомобиль удерживает топ-3. С помощью Ники его удалось разогнать до 508 км в час. А на кольцевой трассе самое лучшее время, которое удалось поставить, 1 минута 21 секунда 36 сотых. Средняя скорость 200 км в час, а максимальная 271. По управлению не все так идеально. У автомобиля присутствует избыточная поворачиваемость. Чтобы на Porsche получалось быстро ехать, требуется хороший вкат. Его оценка 4,7 балла. Второе место. Самый быстрый представитель класса маслкаров. Chevrolet Corvette Z06.
Он не похож на остальные автомобили данного класса. У него около идеальная управляемость. Так же, как и на Porsche, требуется вкатиться и привыкнуть к корвету. Рекорд круга 1 минута 21 секунда 9 сотых. Средняя скорость 203 км в час. Максимальная 282. И первое место. Машина с обложки Mitsubishi Lancer Evolution 9. Что в тюнинге, что без тюнинга, этот автомобиль удерживает лидирующую позицию. Он обладает феноменальной управляемостью. Максимальная скорость сильно ниже его конкурентов из других классов. 430 км в час. На кольцевой трассе при средней скорости в 204 км в час и максимальных 264 нам удалось поставить рекорд 1 минута 20 секунд 46 сотых. Несомненно, это 5 баллов. Недалеко от топ-3 такие автомобили как Nissan Skyline GT-R, Toyota Supra. Ей присуща валкость, она очень схожа с Nissan Skyline GT-R. И Mercedes-Benz SLR McLaren. Кстати, на Ford GT нам удалось поставить рекорд максимальной скорости в Need for Speed Carbon. Его разогнали до 522 км в час. Не зря Ники использует данное авто. Со всеми результатами вы можете ознакомиться в данной таблице. Обратите внимание на топ-11 автомобилей. Они очень близки друг к другу по времени. И кстати, это еще не все. Помимо автомобилей, доступных для покупки в карьере, также в игре есть кастомные авто, которые даются после выполнения определенных заданий. Их нельзя ни купить, ни прокачать. Они доступны только в быстрых заездах, за исключением автомобилей боссов, которые можно выиграть по мере прохождения карьеры. Поэтому сильно заострять внимание мы тут не будем, а быстро пробежимся по списку. Самая медленная кастомная машина — это пожарная тачка Palmot FD1. Она относится к нулевому классу мускул-каров. Весит тонна 800 килограмм, что очень странно, слишком легкая по цифрам. Ее предельная скорость составляет 408 км в час. Трассу пожарная машина проехала за 2 минуты 10 секунд 46 сотых миллисекунды при средней скорости в 126 км в час и максимальной 200. Это самый медленный автомобиль в игре с самой низкой оценкой в 0,5 балла. Чуть ли не на 20 секунд быстрее оказался мусоровоз. Чуть-чуть получше едет и управляется, чем пожарная машина, но все равно это 1 балл, что логично. И сразу перейдем к лидерам. Третье место занимает легендарная BMW M3 GT-R, прямиком из Need for Speed Most Wanted. Отличный автомобиль, не перестает удивлять. В Need for Speed Carbon он относится к классу экзотики. Ее масса составляет тонна 100 кг. Предельная скорость равна 360 км в час. На трассе лучший круг 1 минута 21 секунда 14 сотых. Оценка 5 баллов. Второе место. Koenigsegg CCX. Автомобиль класса Экзотика 3. Тоже очень легкий, как BMW. Единственный его недостаток – жесткая подвеска. Вследствие этого получил оценку 4,9 балла. Рекордный круг на треке минута 20 секунд 94 сотых при средней скорости 202 км в час, а максимальная 267. И самая быстрая машина среди кастомных. Первое место. Audi Le Mans Quattro. Прототип Audi R8 или же автомобиль Darius, нашего антагониста. Это самый быстрый автомобиль в игре. Он обошел даже Mitsubishi Lancer Evolution. Тем самым установил рекорд трассы 1 минута 20 секунд 19 сотых. Не сильно быстрее Лансера, но все же идеальный автомобиль, 5 баллов. Со всеми результатами вы можете ознакомиться в данной таблице.
А еще, на всякий случай, вот вам объединенная таблица со всеми результатами прокачанных и кастомных автомобилей. После того, как мы прокатились на всех автомобилях в игре в равных условиях, можно сделать очевидный вывод. Если хочешь легко и непринужденно проходить все гонки, то бери любой автомобиль класса тюнер, кроме Mazda RX-8. Если хочешь усложнить процесс, то бери экзотику. Ну а если решил пройти все по хардкору, то Muscle Car твой выбор. А какой ваш любимый автомобиль в игре? На чем вы проходили Need for Speed Carbon? Обязательно напишите в комментарии. Надеюсь, вам было интересно. Мы проделали большую работу и будем признательны, если вы оцените ее лайком. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, ведь впереди еще много интересных замеров по остальным играм. Да и в целом на канале уже есть много крутых роликов и стримов. Всем удачи и пока-пока.